Анну Щербакову списали со счетов, а лучше бы оставили в покое. Почему у чемпионки мира все будет хорошо? Что показал этап Гран-при в Италии? Сейчас модно ставить в ряд всех наших фигуристок, претендующих на Олимпиаду, сравнивать баллы, делать прогнозы, вешать ярлыки, решать, кто в топе, а кто нет. Но зачем? Олимпийский сезон тем и уникален, что он длинный. Все будет решаться в декабре, на чемпионате России. Какая разница, сколько ультраси ты прыгаешь в ноябре? К Ане Щербаковой и вовсе отдельное внимание, не прыгала четверные какие-то там 9 месяцев, ошибалась, и вообще, как она будет бороться за Олимпиаду. Но только люди стали забывать, что каждая фигуристка уникальна по-своему. У Анны летом были свои проблемы в виде травмы, у Алены Косторной – психология и смена программ, у Александры Трусовой – травма сейчас мешает выступать в полной мере. А вот Камила Валиева уже идеальна сейчас. Но никто не знает, какая она будет в декабре. Может, еще лучше. А может и нет. Щербакова – очень талантливая спортсменка. Но на нее последнее время что-то свалилось слишком много критики. Во всяком случае больше, чем на других спортсменок. Но у Анны все будет хорошо. Как раз за счет всех тех особенностей, которые отличают эту фигуристку. Даже на этапе Гран-при в Италии в адрес Щербаковой летели вопросы после ошибки в короткой программе. Но подождите, разве Анна первый раз ошибается в короткой? Да нет, конечно. Можно сказать, что ошибки для нее на этой стадии соревнований в пределах нормы. Действующая чемпионка мира ошибалась и в короткой программе на триумфальном для себя чемпионате России в Челябинске. Там у нее были второй уровень за дорожку шагов и снижение баллов на 0,30. Да, 71,73 – это нетипичная сумма для Щербаковой. Но в первый взрослый сезон бывало и хуже, когда фигуристка ошибалась на коронном каскаде Лутц-Ридбергер. Анна в принципе практически никогда не была идеальной в какой-то из программ. На победном для себя чемпионате России в Красноярске, на четверном флипе в произвольной, в Саранске, одно из вращений дорожка шагов на третий уровень. Командный чемпионат мира, ошибка на четверном флипе в произвольной, неясное ребро на том же флипе в короткой. Европейское первенство в Граце, недокрут на четверном флипе, Лутсе, который был понижен до тройного в базовой стоимости. Ошибка на каскаде Лутц-Ридбергер. Финал Гран-при, снова подвели флип и Лутц-Ридбергер в произвольной. И это лишь основные старты во взрослой карьере фигуристки. Но почему-то после этих ошибок никто не списывал Щербакову со счетов, а в текущем сезоне вдруг решили. Зачем? Анна тем и уникальна, что при всей своей нестабильности умеет собраться и откатать идеально произвольную после ошибок в короткой. Или же отлично исполнить короткую, но ошибиться в произвольной, и все равно оказаться высоко. Никто же не говорил, что Щербакова недостаточно хороша, когда она уступила Алене Косторной в финале Гран-при или на чемпионате Европы. Анна – боец. Прошлогодний чемпионат России еще долго будут вспоминать как один из самых эмоциональных. Щербакова уговаривали сняться после болезни, но она выдала один из самых выдающихся прокатов в жизни. Когда еще мы видели Этери Тутберидзе в слезах после выступлений фигуристки? Такой же характер Анна показала и в Турине. После конфуза, как назвал срыв каскада в короткой программе Максим Траньков, Щербакова собралась в произвольной и откаталась без единого снижения баллов. А между выступлениями прошли сутки. Фигуристка явно испытывала давление, статус действующей чемпионки мира обязывает. В СМИ все, кому не лень, задавались вопросами. Что с Щербаковой? У нее все еще проблемы. Что-то с техникой не то. Да какая разница? Когда в произвольной она выходит со старшим квадом и катается безупречно. На тренировках у нее были и Лутц, и флип. Понятно, что оба прыжка в текущем сезоне Анна еще покажет. Просто куда спешить? В Италии ей хватило и флипа для победы. Сезон, повторюсь, длинный. Фигуристка может себе позволить прибавлять по ходу.
Как ни крути, в олимпийский сезон входит не просто талантливая российская фигуристка Щербакова, а действующая чемпионка России, мира, вице-чемпионка Европы и серебряный призер финала Гран-при. Судьи знают, кто такая Анна. И в этом отчасти тоже причины победы над Хромых в Турине. Майя откаталась не идеально, была и ошибка, и чувствовалась неуверенность в катании, особенно после 2 квадов. Когда программа максимум выполнена и можно расслабиться. В итоге, и недокрут на Ридбергере, и 2-й уровень за дорожку шагов. Да и в компонентах между фигуристками было целых 4 балла. Кто-то даже возмущался, почему так мало. Но Хромых-то только вышла на взрослый уровень. А Щербакова уже 3-й сезон на международном взрослом уровне. Она лидер женского рейтинга ИСУ, первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лупс на соревнованиях под эгидой ИСУ, а также первая в истории, исполнившая 2 четверных лупса в одной программе. Но это не будет на нее давить, ее подруги по группе не менее титулованные спортсменки. Наоборот, все это будет лишь придавать уверенности фигуристке.